Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить вкуснейшую пасхальную выпечку кранч с орехами и сгущенкой. Воздушный и нежный, со множеством слоев, пропитанный сиропом, он обязательно понравится вашей семье. Итак, для теста мне понадобится 125 мл молока, это полстакана, 18 граммов живых дрожжей или 6 граммов сухих, 60 граммов сахара, 1 яйцо, 1 желток, 70 граммов сливочного масла, 300 граммов муки, 1/4 чайной ложки соли и ванилин. Количество ингредиентов рассчитано на 2 формы диаметром 13 см. У меня формы бумажные, их либо нужно будет смазать растительным маслом, либо можно проложить пергаментом, чтобы готовые кранчи легко достать из формы, так как бумага ничем не пропитана. Начинаем приготовление с опары. У меня сегодня живые прессованные дрожжи. Если у вас сухие, то берите в 3 раза меньше. В теплое молоко крошу дрожжи. Добавляю 1 ложку сахара и 1 ложку муки из общего количества. Размешиваю. Накрываю пленкой и убираю минут на 10 в теплое место. У меня на канале есть рецепт апельсинового краффина с цукатами и сухофруктами. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Я буду замешивать тесто при помощи комбайна, поэтому в дежу отправляю яйцо, желток, оставшийся сахар и перемешиваю. Взбивать не нужно, нужно просто объединить яйца с сахаром. Затем добавляю соль и несколько капель экстракта ванили, можно ванильный сахар или ванильную пасту. За это время посмотрите, как подошла опара. Дрожжи активно вступили в работу. Вливаю опару к яйцам. Перемешиваю и понемногу начинаю вводить муку. Сразу всю муку не добавляю, оставляю грамм 30. Все продукты объединились, меняю насадку на крюк и продолжаю вымешивать тесто. Теперь в 2-3 приема добавляю растопленное масло. После каждого раза хорошо вымешиваю тесто. Всего теста нужно месить минут 15. Если вам кажется, что тесто сильно липкое, то можете добавить оставшиеся 30 граммов муки. Мне муки достаточно, я не добавляю. Вот тесто уже собралось на крюк, оно готово. Очень мягкое, нежное, к рукам не липнет. Округляю его в шар. Смазываю миску растительным маслом, кладу тесто, накрываю пленкой и ставлю подходить в духовку, в которой просто включаю лампочку. Тесто должно увеличиться в объеме раза в 2-3. На это может уйти примерно 1,5 часа. У меня на канале есть 3 рецепта вкусной заварной творожной паски. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Мое тесто подошло за 1 час 10 минут.
Оно все пронизано пузырьками воздуха. Присыпаю стол мукой и перекладываю тесто на стол. Делю на две равные части. Подкатываю, округляю и оставляю на столе минут на 15-20 отдохнуть, чтобы тесто не заветрилось, накрою его пленкой. За это время приготовлю начинку. Для начинки я взяла 250 граммов вареной сгущенки, 100 граммов грецких орехов. Сгущенка у меня уже вареная, она густая, и чтобы ее легче было намазывать, я ее прогрею немного. Орехи можно порубить ножом, но я измельчу их в блендере. Вот до такого состояния. Совсем муку измельчать не нужно. Вкуснее, когда попадаются кусочки орехов. У меня на канале есть рецепт пасхального макового венка. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Тесто отдохнуло. Начинаю его раскатывать, прямоугольный пласт, толщина которого должна быть примерно 3-4 мм. Смазываю его сгущенкой. А сверху посыпаю орехами. Плотно сворачиваю рулет. И защипываю край. Разрезаю пополам. Можно обычным ножом, но удобно это также делать ножом для пиццы. Не дорезаю до края, примерно сантиметр-полтора. Теперь аккуратно переплетаю между собой две половинки. Старайтесь, чтобы срез был наружу. Получившуюся косичку сворачиваю в кольцо и аккуратно переношу в форму для выпечки. Формирую второй кранч. Посыпаю их сверху оставшимися орехами. В качестве начинки для кранча вы можете использовать мак, джем или шоколад. Накрываю форму пленкой
и отправляю примерно на 50-60 минут в выключенную духовку. Прошло 50 минут, кранчи прекрасно подошли. Разогреваю духовку до 180 градусов, смазываю кранчи яйцом и ставлю выпекаться в разогретую духовку на 35-45 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Если верхушка начинает быстро румяниться, то накройте верх пергаментом. Пока они пекутся, я приготовлю сироп для пропитки, и мне понадобится 50 граммов сахара, 50 мл апельсинового сока. Сок можно заменить обычной водой, но мне хочется, чтобы сироп был со вкусом апельсина. Соединяю сок и сахар, перемешиваю, ставлю на плиту, довожу до кипения и варю 1-2 минуты. Сироп готов. Прошло 40 минут, мои кранчи испеклись. Прежде чем достать их из формы, проверьте готовность деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. Прокалываю кранчи в нескольких местах шпажкой и смазываю сиропом. Даю пропитаться минут 10, а затем достаю из формы и даю полностью остыть на решетке. Вот такие пасхальные кранчи у меня сегодня получились. Воздушные, нежные, вкусные и красивые. А вот так они выглядят в разрезе. Пробуйте, не пожалеете. Мои любимые рецепты блюд на Пасху смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!